Подошли мы к интересному моменту. То есть здесь у нас будет миксоваться плитка. Здесь у нас будет полоска из вот такой плитки. Здесь будет полоска уже с декоративной вот такой плитки 600. Решили ее положить под 45 градусов. Но есть небольшой нюанс, потому что вот эта плитка декоративная, во-первых, керамогранит, во-вторых, она 9 мм толщиной. А вот эта плитка у нас 7. И нам нужно ее приклеить так, чтобы она в оконцовке была в одной плоскости. Я возьму просто гребенку 5-миллиметровую, нанесу контактный слой. На следующий день я его перетяну. То есть, как понимаете, у меня уже получится слой 5 мм. И дальше я под десятку, под гребенку буду клеить плитку. И уйду от этих всех проблем с маяками, с приклейкой на слоя. Как это все происходит технически, смотрим дальше. Кстати, недавно я сделал ролик про раскладку плитки. Очень интересное видео, я советую вам его посмотреть. Ссылку я сейчас оставлю, появится вверху экрана. Вот мы придали определенную толщину, теперь нам будет проще, чтобы не мучиться, как я вам уже объяснял, плитку на слоя здесь не выкладывать. Завтра можно это все будет шпателем потянуть и также ложить под гребенку плитку. У нас получаются готовые маячки, да, то есть по которым мы сейчас будем перетягивать. То есть вы уже слой больше не сделаете, меньше не сделаете, он будет четко в плоскости. А сейчас мокро по мокрому, сейчас я это все пройду, и мокро по мокрому я уже буду под гребенку укладывать плитку. То есть вот наш декор, я не знаю, как вам будет видно, понятно, да, вот эта 9 толстая. А вот наша плиточка. То есть она сейчас как раз таки выступает вот на 2 миллиметра, на 3. То, что нам нужно. Вот эту мы сейчас будем клеить под гребенку, под 12. А вот эту под 6 или под 10, я посмотрю еще. Потому что если бы мы здесь на толстый слой не сделали, у нас бы вот эта плитка просто выпирала. А так оно получилось так, как нужно. В этой плитке геометрии нет, вот тоже определенная сложность с этим. То есть вот угла у нас, как видите, нет. Здесь нет. Здесь сейчас посмотрим. Но это не самая еще кривая, я вам хочу сказать. Но вот что мы получаем. Посмотрите, какие щели. 90 градусов нет. Плюс в дешевом керамограните тоже здесь рисунок очень часто попадается. То есть там, допустим, 3 или 4 плитки всего с разным рисунком. Тоже раскладку не очень хорошо получается делать. Все равно рисунок где-то часто выпадается и в глаза бросается. Jamendo.com. Jamendo.com. Jamendo.com.
Jamendo.com. Jamendo.com. Jamendo.com. Jamendo.com. Из-за того, что керамогранит кривой, у меня не получается, допустим, сделать четкий размер, отметить и резать одну плитку длинную, одну короткую, одну длинную, одну короткую. То есть каждую плитку подрезаю по размеру. Этот шов где-то бывает заужается или наоборот расширяется, тоже беру плитку, тащу на станок, ее дальше подрезаю. Здесь я не использую рулетку, ни угольников не меряю, просто вот так приставил, например, плитку, посмотрел, как она становится, какой шов здесь получается. Исходя уже из этого шва и так как плитка становится, я здесь делаю отметочку. Не так все просто получается на самом деле, хотя я изначально планировал, что я так и буду делать. То есть я нарежу определенных заготовок одного размера и спокойно вот эту вот карту всю буду выкладывать. Но не тут-то было. Хотя вот эта вся плитка, то есть у меня здесь четкая вертикаль, здесь вертикаль, и вот эти размеры у меня что внизу, что вверху, они одинаковые. Но если мы нарежем заготовки вот из этой плитки одного размера, то она не будет сюда собираться. Вот что я вам хотел показать. Вот я отрезал плитку, шаблон у нас один везде, но когда ее ставишь, получается немножко, да, то есть у нас швы здесь меньше, здесь больше получается, из-за того, что вот эти грани кривые. Идея, конечно, прикольная была так плитку положить, делать такую раскладку. Но сами видите, сколько с дешевой плиткой, сколько проблем. То есть я еще раз повторю, каждую плиточку практически нужно подрезать, конкретно подгонять под определенный размер. Jamendo.com. Подобрались постепенно мы наверх. Вот здесь мы видим, у нас есть отверстие под вентиляцию, под вентилятор. В конце видео я покажу, как я это все вырежу. А сейчас мы просто будем закладывать. Это отверстие мы сейчас заложим, а потом вырежем. Но предварительно, обязательно, вот я здесь на потолке расчертил это отверстие. И когда я его заложу плиткой, я потом уже его не найду. Поэтому обязательно вот здесь на потолке я расчертил. То есть где оно находится, от стенок, от потолка, я его легко потом найду. Так как плитка у нас по диагонали, здесь под потолком, чтобы долго не умерять рулетками, либо же там какими-то угольниками, здесь просто вот включаем лазер, он нас бьет весь периметр, и все элементарно. То есть мы подставляем плитку сюда, и уже линия бьет по этой плитке. Ставим отметку, и так каждую. То есть мы плиточку подставили, отметки поставили и по линии отрезали. Вот так можно легко вот эту верхнюю кромку размечать. Jamendo.com. 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 Jamendo.com.